Друзья, всем привет! Такая интересная тема, как ловили блох в средние века. Химии не было, ничего не было. Но дело в том, что если посмотреть на картины, на портреты светских дам, то вы заметите у них на руках такие пушистые зверьки, то есть какие-то аксессуары из меха. Но на самом деле художники запечатлели на картинах блохоловок, которые были неотъемлемым атрибутом знати того времени. Да, в средние века блохи это прям был бич. В средние века вообще полностью уничтожили кошек, потому что они считались колдовскими животными. После того, как уничтожили кошек, Европу заполонили полчища крыс, на которых не было управы. А с крысами пришли тучи блох, которые распространяли чуму. И низкий уровень гигиены тех времен также только способствовал развитию эпидемии. Вот как же люди защищались от блох. Женщины украшали одежду меховыми воротниками из шкур грызунов, блошиным мехом. Считалось, что все блохи соберутся именно на нем, а затем его встряхивали вдали от состоятельной особы. Помимо воротников, богатые дамы носили с собой маленьких зверьков, вроде собачек, хорьков. И вы думаете, что это была дань моде? Нет. Они отводили блох от хозяина, ведь температура тела животного выше, чем у человека. Блохи чувствовали эту разницу и перепрыгивали на более горячее и аппетитное тело. Животные же ловили их зубами и съедали. А вообще во время обедов в Версале и в Лувре присутствовал специальный паж, который ловил блох короля. Также французы изготавливали такие небольшие коробочки. Они были украшены драгоценными камнями. Внутрь капалось немного меда, чтобы аромат привлек блох, и они к нему прилипали. Также, чтобы не повредить невероятные сооружения на париках, знать носила с собой такие палочки-чесалки, которыми их оттуда и вычесывали. Некоторые дамы носили на шее блохоловку в виде миниатюрной вилочки с подвижными зубцами и усиками, которыми снимали с себя насекомых. Несмотря на это, что многочисленные блохоловки средних веков не очень надежно защищали людей от укусов насекомых, светские львицы тех времен научились использовать блох в искусстве флирта. Вскрикивая от блошиных укусов по-настоящему или специально, они приглашали кавалеров начать игру и пуститься в поиски и поимку вредного насекомого. Найденную блоху на теле возлюбленной ловеласы хранили в изящной шкатулке, которая висела у него на шее. Сосущая кровь насекомое напоминала счастливому владельцу о его возлюбленной. Друзья, что вы думаете насчет этого? Напишите, пожалуйста, под видео.